Как понять, что мужчина использует женщину в самом начале отношений? Когда люди только начинают встречаться, очень много эмоций у женщины и мужчины. Это мешает холодному рассудку понимать, что, собственно, происходит. Бывает так, что у женщины есть такое чувство, что мужчина, может быть, ее использует, когда, возможно, это не так. А бывает так, что женщина не замечает, что мужчина действительно таки ее использует. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. И сегодня мы с вами разбираем такую важную тему, как понять, мужчина использует тебя в самом начале отношений или нет. Если эта тема вам важна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы начинаем. Прежде всего хочу сказать, что чаще всего у женщин возникает вопрос, использует меня мужчина или не использует в самом начале отношений, если у мужчины и женщины достаточно рано случился секс, еще до того момента, как женщина в этом мужчине разобралась. То есть у нее какие-то были такие общие о нем представления, потом как-то вот так все сложилось, что бы мы, взрослые люди, не занялись сексом. После этого сразу все обычно усложняется. Мужчина до секса и после секса может быть разным, он может быть по факту разным, может женщине казаться разным. То есть это добавляет больше вопросов, при том, что еще не найдены ответы на какие-то первые вопросы. В таком случае часто бывает, что женщина действительно путается в этих отношениях. Ей непонятно, где мужчина искренен, где он пытается ее, возможно, обмануть. Поэтому если вы знаете, что у вас есть такая склонность, знаете, к мнительности, к какому-то вот домысливанию, таким загоняниям, лучше сначала разобраться в мужчине, а потом заниматься с ним сексом, хотя бы с точки зрения того, что вам так будет спокойнее. Как же понять, что, собственно, мужчина тебя использует? Первая вещь, на которую стоит обратить внимание, это если вы слышите, что мужчина, как будто бы говорит то, что вы хотите услышать. То есть он вас слушает, примерно понимает, о чем вы говорите, а потом как будто бы продолжает ваши какие-то желания, говорит вам то, что вы хотите услышать. Вы говорите, что вы хотите куда-нибудь там переехать, он говорит, да, я тоже долго думал о переезде. Вы говорите о том, что вы хотите семью, детей, он говорит, да, мне вот очень важно, я хочу, чтобы у меня было там 2-3 детей. То есть он как бы вот вторит тому, что вы говорите. Иногда, если мужчина примитивный, вот это так прямо оно заметно бросается в глаза. Это похоже, знаете, на такого вот школьника, который сидит и поддакивает учителю постоянно и отвечает то, что учитель хочет услышать. Оно вот прям такое примитивное. Если мужчина не такой уж прям примитивный, то его вот эти вот слова могут звучать как-то правдиво. Дело в том, что бывает же так, что у вас могут интересы совпадать. Например, это же такие общие вещи. Вы хотите переехать, он хочет переехать. Вы хотите детей, он хочет детей. Такое бывает. Для того, чтобы понять, он действительно говорит то, о чем думает, и у вас совпадают интересы, или он пытается вам угодить, нужно просто задать несколько конкретных вопросов. Типа, а вот ты думаешь, как ты будешь переезжать? А что ты будешь делать там в другой стране? А про какую страну ты думаешь? Или если про детей, ты думал, где ты хочешь с детьми жить? Не знаю, за городом или в городе. Если он действительно об этом думал, он с жаром прямо поддержит этот разговор, потому что это ему важно, это то, о чем он думает. Если он просто старается вам угодить, то вы это поймете, потому что будет понятно, что он сейчас придумывает ответы на вопросы. Он начинает что-то там выдумывать, куда он хочет переехать, что он там хочет по поводу детей. Стоит обращать внимание на то, не давит ли на вас мужчина. Потому что бывает так, что вроде бы как вы говорите, слушай, давай с тобой на выходные увидимся. Он говорит, послушай, на выходные у меня такой будет завал там на работе, командировка, давай до выходных. Вы говорите, до выходных как-то я буду постоянно уставший, мне бы хотелось как-то, чтобы нормально это было. Давай до выходных, пожалуйста, я там тебя люблю, все хорошо будет. То есть он начинает продавливать. Если вы понимаете, что он вас продавливает, не слышит ваши потребности, это означает, что он несерьезно к вам относится, он не заинтересован в вас. Потому что для мужчины важно, чтобы его женщина была счастливая. Не для нее, для себя. Это моя женщина. Мне важно, чтобы рядом со мной была счастливая женщина. Мне это важно, если это моя женщина. А если я от нее просто получаю секс, то мне надо просто секс не должен быть в четверг, потому что, не знаю, на выходные у меня рыбалка какая-то. Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, это если мужчина ведет себя так нарочито бестактно и грубовато как-то. Знаете, как будто он ведет себя, как будто вы его подружка какая-то или сестра. То есть формально у вас есть какие-то такие признаки того, что вы мужчина и женщина. То есть он вас там говорит, что любит, целует, вы ходите с ним как мужчина и женщина по каким-то местам. То есть все вроде как у вас мужчина и женщина, но он ведет себя иногда так, как мужчины при женщине себя обычно не ведут. Мужчины стараются какие-то вещи в себе сдерживать. Это означает, что он показывает, что ему эти отношения не так уж и важны. А когда я показываю, что мне эти отношения не так уж и важны, предполагается, что я в этих отношениях имею власть. Мне не менее важны, чем тебе, соответственно, тебе нужнее, значит, кто властелин здесь я. Если мужчина таким образом себя ведет, то тоже имеет смысл подумать о том, не использует ли он вас. Когда мужчина серьезно относится к женщине, то он серьезно относится к ее просьбам. Более того, все просьбы женщины мужчина воспринимает как такой повод показать свою лояльность, показать то, как он в женщине заинтересован. Тут же надо понимать, что когда мужчина серьезно относится к женщине, и для него это какие-то серьезные отношения, то эти отношения, они не в последнюю очередь состоят из такого счастья, радости и игры.
я с этой женщиной чувствую себя таким вот, ну вот, мне классно. И когда женщина просит, чтобы мужчина что-то сделал, да пожалуйста. Если это не какой-то юноша там, подросткового возраста или мужчина, который в нужде, когда у него просто вот нет денег действительно там на еду, и вот да, он может там отказать. Но, как правило, для мужчины выполнить какую-то просьбу женщины, это в мое удовольствие, это моя игра. Или, скажем, если вы просите что-то связанное с его компетенциями, предположим, у вас есть машина, вам там надо резину поменять, а он автолюбитель, и вы его просите своей женщине помочь еще и повозиться с чужой машиной, это двойное удовольствие. Пожалуйста, дайте два, пожалуйста, я, конечно же, это сделаю. Если мужчина вас использует, он будет ну так, мягко избегать выполнения ваших просьб и будет говорить, что да, потом как-нибудь. А ты можешь там мне с машиной помочь? Слушай, я сейчас занят, я тебе могу телефон дать, кто тебе может помочь. А давай с тобой отдохнем где-нибудь. Я не буду этим заниматься. Почему мужчина избегает выполнения этих просьб? Ну, во-первых, потому что эта женщина для него не так важна, чтобы он в это впрягался. А во-вторых, он начинает думать, вот я сейчас поеду менять эту резину. Там меня кто-то, во-первых, увидит. Начну спрашивать, чья это машина. Мне надо как-то это будет объяснять. В случае, если мужчина серьезно относится, он с гордостью скажет, да, это вот моя женщина, познакомилась, смотри, какая у меня машина. А тут это надо все как-то объяснять. Потом мне там скажут, сейчас мы не можем, приезжайте через неделю. Мне надо будет через неделю приезжать. На черта оно мне надо. Если я серьезно к ней отношусь, с удовольствием, это же еще один повод с ней как-то сконнектиться, еще один повод, чтобы я что-то для нее сделал. Понимаете, вот в этом разница. То есть, когда мужчина женщину использует, у него нет этой вот энергии, нет этого вот огня по этому поводу. И вот все ваши просьбы он воспринимает как просьбы такого хорошего знакомого, но постороннего. Также мужчина использует женщину, если вы понимаете, что в ваших совместных взаимоотношениях есть моменты, когда вы просто не знаете, что с ним происходит. Это особенно проблема таких, знаете, воспитанных, интеллигентных женщин, которые тактичны, не задают как бы лишних вопросов. И вот мы с тобой встречаемся по выходным, а что ты делаешь в течение рабочей недели, я не знаю. Я сама не пишу, потому что у меня есть установка, что женщина первая не пишет, не навязывается. Он тоже не пишет, куда-то вроде как пропал, я не знаю, где он, а потом он появился. То есть он где-то в какой-то Нарнии, какой-то часть времени. И бывает так, что если это, скажем, такие отношения, которые никуда не ведут, бывает же, что и мужчину, и женщину устраивают, или, скажем, женщину не устраивает, но она поддерживает отношения типа такого гостевого там или гражданского брака, когда вроде бы вот на одном месте стоят отношения, и мы видимся с тобой какое-то время, а потом ты куда-то пропадаешь. Если мужчина не ясен, если вы не понимаете, что с ним происходит в какие-то моменты времени, это означает, что у него есть какая-то часть его жизни, которую он не хочет вам показывать. Если мужчина серьезно относится к женщине, мы помним, что женщину мужчина воспринимает как свидетеля своей жизни, как своего такого собеседника, не знаю, соучастника своей жизни. Он будет вам во всем говорить, что с ним происходит, не потому, что он отчитывается перед вами, потому что ему важно, чтобы вы это знали. Ему важно, чтобы был кто-то, кто за ним наблюдает. Это такая у нас есть потребность психологическая. Если мужчина от вас что-то скрывает, не факт, конечно, что сразу там какие-то любовницы или какие-то такие криминальные вещи, но по факту означает, что он несерьезно к вам относится. Вы человек, для которого у него есть вот какие-то выделенные дни, скажем. Вы для него человек выходного дня. Вот это время ваше, а остальное время не ваше. Он с кем-то другим его делит. Ну что ж, тема такая тяжелая, извините уж, если вдруг я о чем-то таком сказал, что есть в вашей жизни, пожалуйста, поделитесь этим в комментариях, вам как бы легче станет, сможем это разобрать. Если, в принципе, вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Поделитесь этим видео в своих соцсетях, я вас всегда прошу. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.